Глава 17. Путешествие в теле сновидения. Дон Хуан сказал, что мы с ним едем в Оахаку в последний раз. С предельной ясностью он дал мне понять, что после этого мы никогда уже с ним там не встретимся. Может быть, чувства мои еще вернутся в эти места, но сам я полностью никогда, сказал он. Несколько часов мы с Доном Хуаном бродили по городу. Он разглядывал такие обычные вещи, как блеклость стен, далекие очертания гор, узор трещин на асфальте, лица прохожих. Потом мы вышли на площадь и сели на его любимую скамейку. На ней никто не сидел, впрочем, как и всегда, когда Дон Хуан этого хотел. Во время этой прогулки по городу я изо всех сил старался почувствовать настроение печали и тоски, но у меня ничего не выходило. В предстоящем уходе Дона Хуана странным образом было что-то праздничное. Он объяснил, что это предчувствие неукротимой энергии абсолютной свободы. «Свобода подобна заразной болезни», — сказал Дон Хуан. «Она передается, а носитель ее — безупречный нагваль. Люди могут этого не ценить, ведь они не желают освобождения. Свобода страшит, запомни это. Но не нас. Почти всю жизнь я готовился к этому моменту. Тоже будет и с тобой». И он несколько раз повторил, что на той ступени, которой я достиг, никакие рациональные соображения не должны вмешиваться в мои действия. Он сказал, что тело сновидения и барьер восприятия – это позиции точки сборки. Знание этого имеет примерно такое же важное значение для видящих, как для современного человека умение читать и писать. И то, и другое достигается многолетней практикой. Очень важно для тебя прямо сейчас вспомнить тот раз, когда твоя точка сборки достигла определенной позиции, благодаря чему ты смог сформировать тело сновидения, сказал Дон Хуан с особой настоятельностью в голосе. Потом он улыбнулся и объяснил, что времени осталось очень и очень мало. Воспоминание моего главного путешествия в теле сновидения должно сдвинуть мою точку сборки в позицию преодоления барьера восприятия. Там может быть собран другой мир. Тело сновидения называют по-разному, продолжил Дон Хуан после длительной паузы. Лично мне больше всего нравится название «другой». Этот термин принадлежит древним видящим, как и их настрой. Настрой их меня не трогает. А вот что касается термина, тут я вынужден признать, он мне нравится. Другой. Что-то таинственное и запретное. Как и от самих древних видящих, от него веет тьмой и тенями. Талтеки говорили, что другой всегда приходит окутанный ветром. В течение всех лет обучения Дон Хуан и видящие его отряда пытались заставить меня осознать, что человек может одновременно находиться в двух разных местах, что мы можем испытывать нечто вроде раздвоения восприятия. По мере того, как Дон Хуан говорил, я начал припоминать нечто столь основательно забытое, что сначала возникло впечатление, будто я лишь слышал об этом. Постепенно, шаг за шагом, я осознал, что вспоминаю свой собственный опыт. Я находился в двух разных местах одновременно. Это произошло однажды ночью в горах Северной Мексики. Весь день мы с Доном Хуаном собирали растения. Когда мы остановились на ночлег, я буквально валился с ног от усталости, как вдруг с порывом ветра прямо передо мной возник Дон Хенаро, чуть до смерти меня не перепугав. Сперва я заподозрил неладное. Я решил, что Дон Хенаро все время прятался в кустах, ожидая, пока стемнеет, чтобы столь пугающим образом появиться из ниоткуда. Но, глядя на то, как он скачет вокруг, я заметил, что этой ночью он какой-то очень странный. Было в нем что-то не то, вполне осязаемое и реальное, но мне оно никак не давалось. Он шутил и плясал вокруг, производя действия, которые рассудок мой отказывался понимать.
Дон Хуан хохотал как идиот по поводу моего крайнего замешательства. Подходящий с его точки зрения момент, он сдвинул мой уровень осознания, и в течение некоторого времени я видел Дона Хуана и Хинаро как сгустки света. Хинаро не был тем Доном Хинаро из плоти и крови, с которым я общался, находясь в состоянии нормального осознания. Передо мной было его тело сновидения. Я знал это, наверное, так как видел его как светящийся шар, парящий в пространстве. Он не касался земли, как Дон Хуан, а как бы готовился к полету, зависнув в воздухе на высоте полуметра от земли. Создавалось впечатление, что он вот-вот умчится прочь. Я все более подробно вспоминал события той ночи. Вдруг я понял, что тогда произошло еще что-то существенное. Откуда-то автоматически возникло знание, что для того, чтобы добиться сдвига точки сборки, мне следует вращать глазами. Своим намерением я мог настроить эманации, позволяющие видеть Хинаро как сгусток света, а мог настроить другие и видеть его как нечто потустороннее, неизвестное и странное. Глаза странного Хинаро зловеще светились, подобно глазам зверя, рыщущего во тьме. Но они все же оставались при этом глазами. Я не видел их как точки янтарного света. Дон Хуан подтолкнул меня, побуждая следовать примеру Хинаро. Я подчинился, и вот уже мы вдвоем носились вокруг, выполняя этот гротескный танец. Через некоторое время у меня возникло ощущение, что тело мое выполняет его самостоятельно, без участия того, что кажется мне моим истинным «я». Постепенно разделение между моим телом и моим истинным «я» становилось все более и более ярко выраженным. В конце концов, я обнаружил, что смотрю со стороны на дурацкую сцену, в которой двое мужчин как-то странно жестикулируют друг перед другом. Я с увлечением наблюдал за происходящим и вдруг понял, что один из тех двоих — я. И тут же что-то потянуло меня, и я вновь оказался тем самым собой, который синхронно с Хинаро двигал взад-вперед тазом. Почти сразу же я заметил, что еще один человек стоит рядом с Доном Хуаном и за нами наблюдает. Его обдувал ветер, я видел, как шевелятся волосы на его голове. Он был обнажен и казался смущенным. Ветер скапливался вокруг него, словно его защищая, или, наоборот, пытаясь унести его прочь. То, что этот другой человек тоже я, дошло до меня не сразу. Когда же это наконец произошло, я испытал самый сильный в своей жизни шок. Неуловимая физическая сила разделила меня, словно я состоял из волокон. Я снова смотрел на себя. Тот я, на которого я смотрел, скакал вместе с Хинаро и бросал изумленные взгляды на того я, который наблюдал. И в то же время я смотрел на голого человека, который был я, и он в изумлении разглядывал меня, занятого выполнением непристойных движений синхронно с Хинаро. Шок был настолько сильным, что я сбился с ритма и упал. Что было дальше, я не помню. Потом Дон Хуан помог мне подняться. Хинаро и другой я, голый, уже куда-то исчезли. Я помнил также, что в ту ночь Дон Хуан отказался обсуждать происшедшее. Он не объяснил ничего, только сказал, что Хинаро – большой мастер по части формирования своего дубля или другого, и что в состоянии нормального осознания я много раз подолгу имел дело с дублем Хинаро, ничего при этом не замечая. После того, как я рассказал Дону Хуану обо всем, что вспомнил, он сказал: «В ту ночь, как и сотни раз до того, Хинаро сдвинул твою точку сборки очень глубоко влево. Сделал он это с такой силой, что перетянул точку сборки в положение, где формируется тело сновидения. И ты увидел собственное тело сновидения, которое за тобой наблюдало. Всего этого Хинаро добился с помощью своего танца. Я попросил объяснить, каким образом нелепые движения Хинаро могли произвести столь поразительный эффект. Ты стеснителен,
— последовал ответ. «Хенаро воспользовался твоими отвращением и смущением, немедленно возникшими, как только тебя заставили делать непристойные жесты. Хенаро находился в своем теле сновидения и мог видеть эманации орла. Пользуясь этим преимуществом, он с легкостью заставил твою точку сборки сдвинуться. Но то, что Хенаро заставил тебя сделать в ту ночь, ерунда. Он сдвигал твою точку сборки, заставляя ее формировать тело сновидения множество раз. Однако я хочу, чтобы ты вспомнил не это. Мне нужно, чтобы ты настроил соответствующие эманации и вспомнил тот единственный раз, когда ты действительно проснулся в теле сновидения. Словно что-то взорвалось внутри меня. Таким мощным был прилив энергии, который я ощутил, едва лишь он произнес последние слова. Я знал, что он имел в виду. Я почти вспомнил. Правда, восстановить в памяти все событие целиком мне не удавалось. Я отчетливо помнил только его фрагмент. Как-то утром мы с Доном Хуаном и Доном Хенаро сидели на этой же самой скамейке. Я находился в нормальном состоянии осознания. Вдруг Дон Хенаро совершенно неожиданно заявил, что собирается сделать так, что его тело покинет эту скамейку, не отрываясь от нее. Заявление это совершенно не касалось темы, которую мы в тот момент обсуждали. Я привык к упорядоченным объяснениям и действиям Дона Хуана, и потому повернулся к нему в ожидании подсказки. Но Дон Хуан невозмутимо смотрел прямо перед собой, словно ни меня, ни Дона Хенаро не существовало вообще. Дон Хенаро подтолкнул меня, привлекая внимание, и сразу вслед за этим я увидел нечто, потрясшее меня до глубины души. На другой стороне площади стоял Хенаро. Я действительно видел его там. Он манил меня к себе, но я также видел Дона Хенаро. Он сидел рядом на скамейке и смотрел прямо перед собой, так же, как Дон Хуан. Я хотел что-то сказать по поводу своего полнейшего недоумения, однако обнаружилось, что я онемел. Некая сила сковала меня и не позволяла говорить. Я снова взглянул на Хенаро, стоявшего на той стороне площади за сквером. Он по-прежнему находился там и призывно мне кивнул. Эмоциональный срыв приближался с каждой секундой. Начало подташнивать, и зрение мое стало туннельным. Я словно смотрел сквозь туннель, который вел прямо к Хенаро на ту сторону площади. А затем огромное любопытство, а может быть огромный страх, в тот момент они казались одним и тем же чувством, потянул меня туда. Пролетев по воздуху, я оказался рядом с ним. Хенаро заставил меня обернуться и указал на троих мужчин, сидевших на скамейке в неподвижных позах, словно время для них остановилось. Я ощутил ужасающее неудобство, внутренний зуд, словно все мои органы горели в огне, и снова оказался на скамейке. Однако Хенаро там не было. Он помахал мне на прощание с другой стороны площади и скрылся в толпе людей, спешивших на базар. Дон Хуан очень оживился. Он неотрывно смотрел на меня. Он встал и начал вокруг меня расхаживать. Потом он снова сел и заговорил со мной, но сохранять при этом невозмутимость ему не удалось. Я понял, в чем дело. Я вошел в состояние повышенного осознания без помощи Дона Хуана. Хенаро удалось заставить мою точку сборки самостоятельно сдвинуться. Я невольно рассмеялся, увидев, с какой торжественностью Дон Хуан засунул мой блокнот к себе в карман. Он сказал, что намерен воспользоваться моим состоянием повышенного осознания для того, чтобы продемонстрировать мне, что нет конца тайне, имя которой человек, равно как и тайне, имя которой мир. Я полностью сосредоточился на его словах. Однако Дон Хуан сказал нечто совершенно для меня непонятное. Я попросил повторить. Он заговорил очень тихо. Я решил, что он понизил голос, чтобы не услышали посторонние.
Я внимательно вслушивался в его слова, но все равно не мог понять ни одного из них. Либо он говорил на каком-то непонятном мне языке, либо просто нес околесицу. Однако странным во всем этом было то, что нечто полностью приковало к себе мое внимание. То ли ритм его голоса, то ли мои отчаянные попытки понять. Я чувствовал, что ум мой не такой, как обычно, хотя в чем именно заключается различие, понять не мог. Я напряженно думал, пытаясь сообразить, что происходит. Дон Хуан очень тихо говорил мне на ухо. «Ты вошел в состояние повышенного осознания сам, без моей помощи. Это означает, что твоя точка сборки очень подвижна и податлива. И ты можешь заставить ее уйти еще глубже влево. Для этого ты должен расслабиться и впасть в полудремотное состояние прямо здесь, на этой скамейке. Тебе нечего бояться, потому что я рядом. Расслабься. Отпусти точку сборки. Пусть она смещается». Я мгновенно ощутил тяжесть глубокого сна. В какой-то момент я осознал, что сновижу. Там был дом, который я уже когда-то видел. И я приближался к нему, словно идя вдоль по улице. Там были и другие дома. Но обратить на них внимание я не мог. Мое осознание было зафиксировано чем-то только на том доме, который я видел. Это был большой оштукатуренный современный дом. Перед домом была лужайка. Когда я приблизился к дому, у меня возникло ощущение, что он хорошо мне знаком, потому что я видел его в снах не один раз. Посыпанная гравием дорожка вела к парадной двери. Дверь оказалась открытой. Я вошел и попал в темный холл. Справа была большая жилая комната с темно-красным диваном и креслами в углу. Зрение мое явно имело туннельный характер. Я мог видеть только то, что находилось прямо перед моими глазами. Возле дивана стояла молодая женщина. Похоже было, что она встала при моем появлении. Стройная и высокая, она была одета в отлично сшитый элегантный зеленый костюм. На вид ей было лет 30. У нее были каштановые волосы, жгучие черные глаза, в которых, казалось, светилась улыбка, и прямой точеный нос изумительной формы. Кожа у нее была белая, но покрытая темным загаром. Красота этой женщины поразила меня. Похоже было, что она американка. Она кивнула мне с улыбкой и протянула руки ладонями вниз, как бы для того, чтобы помочь мне подняться. Исключительно неуклюжим движением я ухватился за ее руки. Я испугался и хотел отпрянуть, но она держала меня крепко, но в то же время нежно. Она заговорила со мной по-испански, с легким акцентом. Она просила меня расслабиться и сосредоточить внимание на ее лице и следить за движениями ее губ. Я хотел спросить ее, кто она, но не мог выговорить ни слова. Затем в ушах моих зазвучал голос Дона Хуана. Он сказал: «Ага, вот ты где», как будто только что меня отыскал. Я сидел рядом с ним на парковой скамейке. Но я также слышал и голос молодой женщины. Она сказала: «Иди сюда, посиди со мной». Я выполнил ее просьбу, и началось совершенно невероятное смещение точек зрения. Я по очереди находился то рядом с Доном Хуаном, то рядом с ней. И его, и ее я видел совершенно отчетливо, совсем как наяву. Дон Хуан спросил, нравится ли она мне, нахожу ли я ее привлекательной и успокаивает ли меня ее присутствие. Я не мог говорить, но каким-то образом мне удалось поведать ему о своих ощущениях. Она нравилась мне бесконечно. Без какой-либо очевидной связи или причины я подумал, что она должно быть образец доброты, и ее участие в том, что Дон Хуан проделывает со мной, совершенно необходимо. Дон Хуан снова заговорил.
Он сказал, что если она мне действительно так нравится, я должен проснуться в ее доме. Меня приведет туда чувство тепла и привязанности к ней. Я ощутил прилив веселья и безрассудства. Всепоглощающее возбуждение струилось сквозь мое тело. Она словно дезинтегрировала меня. Мне было все равно. И я радостно ринулся в неописуемую черноту, а затем обнаружил, что сижу на диване рядом с молодой женщиной в ее доме. Когда первый приступ животной паники прошел, я почувствовал, что в каком-то смысле не являюсь полным. Чего-то во мне не хватало. Но опасности я не чувствовал. В уме промелькнула мысль о том, что все это сон, который я вижу на скамейке в сквере на главной площади Оахаки, а рядом с Доном Хуаном, где я в самом деле нахожусь и где через некоторое время проснусь. Молодая женщина помогла мне подняться и отвела в ванную комнату. Ванна была наполнена водой. Тут я обнаружил, что на мне нет одежды. Я был совершенно голым. Она осторожно помогла мне забраться в ванну и поддерживала меня, пока я там находился. Через некоторое время она помогла мне выбраться из ванны. Я был слаб и чувствовал себя разбитым. Я лег на диван в жилой комнате. Женщина подошла так близко, что мне было слышно, как бьется ее сердце, как кровь течет в ее жилах. Глаза ее излучали нечто, бывшее не светом и не теплом, но чем-то странно промежуточным, сочетавшим в себе свойства и того, и другого. Я знал, что вижу жизненную силу, исходящую от ее тела сквозь глаза. Все ее тело было как топка, оно светилось. Все мое существо пронзило странная дрожь, словно нервы мои были обнажены и кто-то дергал за них. Ощущение было подобно агонии. Потом я то ли упал в обморок, то ли уснул. Проснулся я от того, что кто-то прикладывал мокрое полотенце к моему лицу, затылку и шее. Я лежал на кровати. Молодая женщина сидела у изголовья. Рядом стоял столик, а на нем миска с водой. В ногах кровати стоял Дон Хуан с моей одеждой, перекинутой через руку. Я полностью проснулся и сел. Я был накрыт одеялом. «Ну что, путешественник?» — с улыбкой спросил Дон Хуан. «Теперь ты уже собрался воедино?» Это было все, что я помнил. И, рассказывая этот эпизод Дону Хуану, я вспомнил еще один фрагмент. Дон Хуан смеялся надо мной и дразнил по поводу того, что обнаружил меня голым в постели незнакомой женщины. Меня это тогда жутко разозлило. Я оделся и ринулся прочь из дома. Дон Хуан догнал меня на лужайке перед домом. Совершенно серьезно он заявил, что я снова стал отвратительно тупым самим собой, что своим смущением я собрал себя воедино, и это говорит ему, что моему чувству собственной важности по-прежнему нет предела. Однако вслед за этим он примирительным тоном добавил, что сейчас все это не имеет значения, поскольку мне удалось главное – сдвинуть точку сборки очень глубоко влево и перенестись благодаря этому на огромное расстояние. И это поистине замечательно. Он продолжал говорить о чудесах и тайнах, но мне было не до него. Я попал в перекрестный огонь испуга и чувства собственной важности. Я почти дымился. Ведь я был уверен, что Дон Хуан загипнотизировал меня там на скамейке, а затем переправил в дом этой женщины, и что вдвоем они проделали со мной там что-то ужасное. И тут мою ярость как отрезало. В окружающем мире было нечто ужасающее, нечто, повергшее меня в состояние сильнейшего шока. Гнев мой мгновенно испарился. Но прежде чем я успел разобраться в своих мыслях, Дон Хуан ударил меня по спине, и от всего, что произошло, не осталось и следа.
Я оказался в состоянии своей обычной повседневной глупости. Разинув рот, я радостно внимал Дону Хуану, не беспокоясь о том, нравится ему это или нет. О втором фрагменте я тоже рассказал Дону Хуану. И, рассказывая, понял, что он не только сдвигал меня в состояние повышенного осознания, но иногда и возвращал в нормальное состояние. Это позволяло ему справиться с моими эмоциональными вспышками. Забвение – вот единственное, что способно успокоить того, кто путешествует в неизвестном, прокомментировал он. Какое это облегчение снова оказаться в обычном мире. В тот день ты совершил нечто грандиозное. Я мог тогда принять единственное трезвое решение вообще не дать тебе на этом сосредоточиться. И как только ты по-настоящему запаниковал, я сдвинул тебя в нормальное состояние осознания. Я сдвинул твою точку сборки туда, где нет сомнений. Для воина существует две позиции точки сборки, в которых нет места сомнениям. В одной из них сомнений нет, потому что ты знаешь все. В другой – позиции нормального осознания. Сомнений нет, потому что ты не знаешь ничего. Тогда тебе еще слишком рано было знать о том, что случилось на самом деле. Но сейчас, я думаю, время пришло. Глядя на ту улицу, ты почти догадался, где находилось твое тело сновидения и куда ты в результате попал. В тот день ты преодолел огромное расстояние. Дон Хуан разглядывал меня. В глазах его я видел смесь ликования и печали. Я изо всех сил старался не утратить контроль над странным возбуждением, неожиданно меня охватившим. Я ощущал, что нечто невероятно важное для меня затеряно где-то в глубинах моей памяти, или, как сформулировал бы Дон Хуан, в некоторых незадействованных эманациях, которые однажды подвергались настройке. Моя борьба за сохранение спокойствия оказалась напрасной. Колени мои неожиданно задрожали, вдоль середины тела пробежал нервный спазм. Я что-то бормотал, не в состоянии выдавить из себя вопрос. И только после того, как я с трудом сглотнул ком и несколько раз глубоко вздохнул, мне удалось восстановить спокойствие. Когда мы с тобой пришли сюда сегодня и сели на эту скамейку, я сказал, что рациональные соображения не должны вмешиваться в действия видящего. Жестко продолжил Дон Хуан. Я знал, что восстановить все, что было тобой проделано, ты сможешь только тогда, когда откажешься от своего рационализма. Но тебе придется сделать это на том уровне осознания, на котором ты находишься сейчас. Рациональность мышления не более чем состояние настройки, всего лишь результат определенного положения точки сборки. Ты должен это понять, находясь именно в состоянии наибольшей уязвимости. А в данный момент ты как раз в таком состоянии и находишься. В состоянии, где не может быть сомнений, понимание подобных вещей лишено смысла. Дальше. Настолько же бесполезно их понимание и в состоянии нормального осознания, ибо там оно ограничивается лишь эмоциональными выбросами и сохраняется, пока присутствует соответствующее эмоциональное состояние. Я сказал, что в тот день ты преодолел огромное расстояние, очень спокойно произнес он. Я говорю так, потому что знаю наверняка. Ведь я там был, помнишь? Я весь взмок от нервозности и беспокойства. Ты преодолел это расстояние, потому что проснулся в удаленной позиции сновидения, продолжал он. Перетянув тебя через площадь с этой самой скамейки, Хенаро проложил путь, по которому твоя точка сборки смогла сдвинуться из позиции нормального осознания в позицию, где появляется тело сновидения. И в мгновение ока твое тело сновидения преодолело невероятное расстояние. Но важно не это. Тайна заключена в самой позиции сновидения.
ее сила достаточна для того, чтобы перетягивать всего тебя из одного места в другое, в самые разные концы этого мира или за его пределы. Древние видящие широко этим пользовались. Они исчезли из этого мира, потому что просыпались в позиции сновидения, расположенной за пределами известного. Твоя позиция сновидения в тот день была в этом мире, однако далеко от Оахаки. «Но каким образом происходит такое путешествие?» – спросил я. «Это узнать невозможно», – ответил он. «Сильная эмоция, несгибаемое намерение или чрезвычайный интерес выполняют роль проводника. Затем точка сборки прочно фиксируется в позиции сновидения и пребывает там достаточно долго для того, чтобы перетянуть туда все эманации, имеющиеся внутри кокона». Дон Хуан сказал, что за все годы моего учения заставлял меня видеть множество раз как из нормального состояния осознания, так и из состояния повышенного осознания. Я видел превеликое множество самых разных вещей, которые теперь начинают складываться для меня в более или менее связанную картину. Связь эта не логическая и нерациональная. Тем не менее, она довольно странным образом проясняет все, что я проделывал, и все, что было проделано со мной. И теперь мне осталось уяснить лишь одно. Я должен прийти к вплетенному в общую картину, но совершенно иррациональному осознанию следующего факта. Все, что мы научились воспринимать, неразрывно связано с позицией, в которой находится точка сборки. Стоит точке сборки уйти из определенного положения, и мир тут же прекращает быть таким, каким он был для нас всегда. Дон Хуан заявил, что если точка сборки смещается за среднюю линию кокона, весь известный нам мир в одно мгновение исчезает из виду, словно его стерли, ибо устойчивость и материальность, столь свойственные ему в нашем восприятии, не более чем сила настройки. «Устойчивость мира не мираж», — продолжал он. Сдвигая точку сборки, видящий встречается не с иллюзией, а с другим миром, который столь же реален, как мир нашей повседневной жизни. Однако новая фиксация точки сборки, породившая этот новый мир, такая же иллюзия, как и прежняя ее фиксация. Сейчас, к примеру, ты находишься в состоянии повышенного осознания. Все, что ты способен сделать в этом состоянии, не иллюзия, а такие же реальные вещи, как и тот мир, с которым ты встретишься завтра в своей обычной жизни. Но мир, который ты видишь сейчас, завтра существовать не будет. Он существует лишь тогда, когда твоя точка сборки занимает вполне определенную позицию, а именно ту, в которой она находится в настоящий момент. После окончания своего ученичества воин сталкивается с задачей обретения целостности самого себя. В процессе обучения воинов, особенно мужчин-нагвалей, заставляют сдвигать точку сборки в максимально возможное количество позиций. И однажды тебе придется объединить все эти позиции в одно нераздельное целое. Сдвинув, например, свою точку сборки в некоторое особое положение, ты вспомнишь, кем была та женщина, добавил он со странной улыбкой. Твоя точка сборки сотни раз находилась в этой позиции. И тут я начал вспоминать, словно моя память зависела от его слов. Смутные образы, неясные ощущения, чувство безграничной привязанности, аромат духов, разлитый в воздухе. Я даже оглянулся. А потом вспомнил, это была Кэрол, женщина-нагваль. Ведь я только позавчера с ней встречался. Как же я мог о ней забыть? Следующее мгновение невозможно было описать,
казалось, что во мне пронесся вихрь чувств всего моего психологического диапазона. Я спрашивал себя, разве возможно, чтобы я тогда проснулся в ее доме в Туксоне, штат Аризона, за 2000 миль от Оахаки? И неужели моменты повышенного осознания настолько изолированы друг от друга, что один из них невозможно вспомнить, переживая другой? Дон Хуан подошел ко мне и положил руку мне на плечо. Он сказал, что ему в точности известны мои чувства. Его бенефактор заставил его пройти через точно такие же переживания. И так же, как он сейчас пытается успокоить меня, его бенефактор пытался успокоить его самого словами. Он отдал тогда должное попытке своего бенефактора, но усомнился и сомневается до сих пор в том, что возможно успокоить того, кто осознал путешествие в теле сновидения. Теперь я больше не сомневался. Что-то во мне действительно преодолело расстояние между мексиканской Оахакой и американским Туксоном, штат Аризона. Я ощутил странное облегчение, словно сбросил, наконец, с себя груз некой вины. За годы, проведенные с Доном Хуаном, в памяти моей накопилось изрядное количество разрывов. Один из них был связан с нашим пребыванием в Туксоне в тот день. Я помню, что никак не мог вспомнить, когда и как я попал в Туксон. Однако я не обратил на это внимания. Я решил, что пробел является результатом моей работы с Доном Хуаном. Он всегда осторожно обращался с моими рациональными подозрениями и старался не провоцировать их, когда я находился в состоянии повышенного осознания. Там же, где они были неизбежны, он коротко объяснял неувязки во времени и пространстве, природой того, что мы делаем, и свойствами такого рода практики нарушать память. Я сказал Дону Хуану, что в тот день мы оба оказались в одном и том же месте, и спросил, означает ли это, что два или несколько человек могут проснуться в одной и той же позиции сновидения. «Ну, конечно», — сказал он. Именно таким образом древние толтекские маги группами отправлялись в неизвестное. Узнать, каким образом кто-то за кем-то следует, нет никакой возможности. Это происходит и все. Это делает тело сновидения в присутствии другого сновидящего. В тот день ты потянул меня за собой, и я последовал, потому что хотел быть с тобой рядом. У меня было столько вопросов к нему, но все они казались лишними. Как получилось, что я не мог вспомнить женщину Нагваль? Пробормотал я, и ужасная тревога и тоска охватили меня. Я пытался больше не чувствовать печали, но она вдруг пронзила меня словно боль. «А ты и не помнишь ее», — сказал он. «Ты вспоминаешь о ней только тогда, когда смещается твоя точка сборки. Она для тебя как фантом, и ты для нее тоже. Ты только один раз встречался с ней, находясь в нормальном состоянии осознания, а она в своем нормальном состоянии осознания вообще ни разу тебя не видела. Ты для нее такой же образ, как и она для тебя, с той лишь разницей, что ты можешь однажды проснуться и все вспомнить, а она не может. У тебя есть достаточно времени, у нее же его нет совсем. На пребывание здесь ей отведено совсем мало времени». Мне захотелось восстать против такой чудовищной несправедливости. В уме я подготовил целый поток возражений, но так ничего и не сказал. Дон Хуан лучезарно улыбался. В глазах его светилось веселье и озорство. Я почувствовал, он ждет моих слов и знает, что я собираюсь сказать. И это ощущение меня остановило. Вернее, я ничего не сказал, потому что моя точка сборки опять сместилась. И я знал, что не стоит жалеть женщину Нагваль из-за того, что у нее нет времени. Как и мне не стоит радоваться тому, что оно у меня есть. Дон Хуан видел меня насквозь. Он потребовал, чтобы я закончил разбираться со своим пониманием и сформулировал причину, по которой не стоит ни чувствовать жалость, ни радоваться. На миг я ощутил, что знаю,
но потом утратил нить. Подъем, который ты испытываешь от того, что время есть, равен подъему, который испытываешь от того, что его нет, сказал он, ибо это не имеет никакого значения. Печаль не есть сожаление, сказал я, а я чувствую глубочайшую печаль. Кому какое дело до твоей печали, сказал он. Думай о тайне, ибо только это имеет значение. Мы живые существа, и смерть наш удел, а осознание свое мы обязаны сдать туда, откуда оно получено. Но если нам удастся хоть чуть-чуть все это изменить, то какие тайны, должно быть, нас ожидают? Какие тайны?